Сертификация Hi-Res Audio Wireless, поддержка кодека LDAC, система из 4 микрофонов с шумоподавлением на базе ИИ, поддержка фирменного приложения, 40-мм динамические драйвера, активное шумоподавление до 48 дБ, режим 3D Sound Effect, премиум дизайн, время автономной работы до 80 часов, Bluetooth чип версии 5.4, поддержка работы по Bluetooth соединению и по кабелю. И обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к наушникам под названием Feel-K Max. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в неплохо оформленной упаковке, на ней есть название, изображение и краткие характеристики самой модели. В комплекте мы имеем сами наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство, вес наушников 236 граммов, а габариты амбушюр по внутренним частям 57 на 38 мм. Далее, напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. После X6 Pro начну X7 Pro разыгрывать, а еще я X7 Pro лимитку разыгрываю, условия в ролике по ссылке в описании. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. Приобрести Feel-K Max можно в черной и светло-бежевой расцветке. Внешне модель выглядит интересно. Лично мне понравилось решение оставить круглые части чашек, как в прошлых моделях. Но при этом, чтобы K-Max считались полноразмерными, их реализовали с овальным основанием. Отлично выглядит металлическая дужка с внешней стороны оголовья, да и в целом за дизайн от меня плюс. Но вот материалы корпуса тактильно ощущаются не столь качественными, как хотелось бы с учетом стоимости. Плюс наушники имеют очень стойкий едкий запах краски, который достаточно долго выветривается. Собрана модель же хорошо, каких-то зазоров, неровных стыковочных швов или заметного люфта деталей я лично не обнаружил, но, как и большинство других полноразмерных наушников в этой ценовой категории, K-Max не имеют защиты от влаги и пыли, так что под дождем советую не гулять вместе с ними. Большая часть корпуса выполнена из матового пластика, а на оголовье стандартно есть мягкая вставка. Амбушюры довольно хорошие, плюс за то, что они сильно не твердеют при минусовой температуре, но при этом и эффект памяти не лучший. Вставка в оголовье, как и амбушюры, выполнены из искусственной кожи, минус за то, что они просто так не снимаются. Во всяком случае у меня, даже при том, что я прикладывал немало усилий. Чашки могут поворачиваться как по вертикали, так и по горизонтали. Ко всему регулировка чашек с учетом строения черепа довольно гибкая. Выбранный размер на оголовье фиксируется за счет 11-ступенчатой системы, но реализована она не лучшим образом, так как в первых 5 положениях фиксируется размер ненадежно. Посадка модели комфортная, амбушюры не давят, что можно сказать и про оголовье. Сила зажима умеренная, система вентиляции плохая, уши потеют. С другой стороны, так дела обстоят у большинства полноразмерных наушников такого форм-фактора. На шее K-Max не мешаются, ко всему модель имеет складной механизм, что очень полезно. Далее, на корпусе наушников можно заметить надпись Feel, маркировку Left и Right и 4 микрофона. Левая чашка не имеет какого-либо функционала, все реализовано на правой чашке, а именно LED-индикаторы, разъем Type-C для зарядки и для прослушивания музыки по кабелю, но разъема по 3,5 мм мини-джек здесь, к сожалению, нету. Далее можно заметить кнопку питания, качели регулировки громкости и кнопку ANC. Удобно, что кнопки различимы на ощупь, и ход кнопок неплохой. Из команд на борту также есть плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, переключение режимов шумоподавления, вход в режим сопряжения, вызов голосового ассистента. Управление же реализовано неплохо, на нажатие наушники откликаются быстро и корректно. Настроить команды, правда, возможности нет. Некоторые команды сопровождаются системными звуками и озвучиванием женским голосом на китайском языке. Хорошо, что в фирменном приложении можно настроить их громкость или вовсе отключить. Далее, тип наушников полноразмерные, закрытые. Оснащена модель 40-мм динамическими драйверами, что стандартный частотный диапазон по Bluetooth соединению от 15 Гц до 22 кГц, по кабелю от 10 Гц до 40 кГц. Заряд наушников в шторке отображается, и при включении наушников они автоматически подключаются к ранее подключенному устройству. Активное шумоподавление в данной модели до 48 дБ. K-Max имеет такие режимы шумоподавления, как максимальный режим, 2 режима прозрачности и режим защиты от шума ветра. В целом ANC в паре с пассивной шумоизоляцией отрабатывают хорошо, но с ANC звучание становится плоским. Режим прозрачности неплохо справляется со своей задачей, и в целом с ним каких-то проблем я не встречал. К сожалению, K-Max не имеет настройки силы ANC или функции прозрачности. С другой стороны, то, что есть, отрабатывает достойно. Из полезных функций на борту есть мультипоинт до 2 устройств, которые при необходимости можно отключить. Далее есть функция 3D Sound Effect для фильмов или игр, которая представляет из себя предустановленную
установку звука, которая лучше справляется с разделением звуков для расширения сцены, но для прослушивания музыки она не подходит. Также в приложении можно воспользоваться 3 базовыми предустановками, 12 дополнительными под разные жанры музыки и даже 10-полосным кастомным эквалайзером. Предустановки хорошие, да и на персонализацию звука с помощью кастомного эквалайзера наушники откликаются хорошо. Очень круто, что Phil KMax имеет сертификацию Harris Audio Wireless и поддерживает помимо стандартных кодеков AAC и SBC кодек высокой четкости LDAC. Но очень не круто, что в китайской версии, другой я пока в продаже не встречал, чтобы получить доступ к кодеку LDAC, необходимо пробить серийный номер через специальный сервис в приложении и оплатить доступ. Но в Российской Федерации лично мне не удалось зарегистрировать данную модель. Исходя из этого, делаем вывод, что если вы не знаете способы, как получить доступ к кодеку LDAC, то переплачивать за то, что не получаешь, не стоит. Далее. Время зарядки составляет 1 час 50 минут с 0 до 100. Заявлено 8 часов работы на одном заряде аккумулятора. По моим тестам на 65% громкости по кодеку AAC в среднем модель живет около 56 часов. Быстрая зарядка на борту и за 5 минут подзарядки они могут проиграть 3 часа в тех же условиях. Приложение, к которому можно подключить данную модель, называется Phil Plus. Скачать его можно, отсканировав QR-код на коробке. Минус в том, что оно доступно только на китайском языке, и в интернете уже есть АПК данного приложения, последней версии с русским переводом. Но мы помним, да, что если АПКшка не проверена, то вполне возможно там будет что-то помимо этого. Не из магазина приложений качать что-то опасно. Да даже в магазине приложений не всегда все без вирусов. Так что обязательно проверяем. Помимо перечисленных уже функций и настроек в приложении можно посмотреть заряд наушников в процентах, включить режим низкой задержки и обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Bluetooth-чип установлен 5.4, связь с устройством, с которым они в паре, довольно стабильная. Через одну стену они не отваливались, как и через 2 стены. Но на улице изредка проскакивают фризы. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube, как и в играх, незаметна, но для игр я бы все-таки советовал использовать их по кабелю. Отмечу, что по кабелю все управление и вспомогательные функции недоступны. Примеры задержки по Bluetooth-соединению вы сейчас увидите на экране. Микрофоны показали себя неплохо, для коротких разговоров в не особо шумных локациях в целом использовать их можно, но не больше. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Phil KMax, полноразмерных. И насколько хорошо они отработают, вы слышите. Напоминаю, что лучшие в этом смысле наушники — это шнурки. Допустим, послезавтра, через дня-два вы услышите шнурок от IQ, который супер дешевый. Так вот там микрофон находится рядом с источником звука, рядом с вашим ртом, и по этой причине он отрабатывает очень даже круто. Вот так примерно вас будут слышать собеседники в этих наушниках. Звучание. Сразу отмечу, что по кабелю звучание заметно приятнее и качественнее, нежели чем по Bluetooth-соединению. Запас громкости хороший, бас довольно мощный и объемный, высокие звучат отчетливо и выразительно, середина имеет достойную проработку. Вокал как мужской, так и женский KMax отыгрывает хорошо, инструментал различим и сцена широкая. Это что касается стокового звучания по кабелю. По Bluetooth-соединению, как я уже говорил, оно менее качественное, но все же лично мне звучание понравилось. Основной минус — это платная подписка за активацию кодека LDAC. Второстепенные минусы: пластик по ощущениям кажется не столь качественным, как хотелось бы. Система регулировки размера местами ненадежна, амбушюры лично мне не удалось снять, и это плохо. Посадка неплохая, но амбушюры плохо подходят для использования наушников вместе с очками. К слову, по поводу всяких LDAC-ов, да, можно было бы мучить продавца, который продавал мне на Алишке, но хотелось бы, чтобы все это подключалось без проблем. Аналоги есть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Phil KMax в китайской версии советовать к покупке я однозначно не могу. Опять же, в целом модель интересная и заслуживает внимания. От меня по большей части девайсу нет, поэтому подписываемся на канал с колоколом, оставляем любой осмысленный комментарий, участвуем в розыгрышах, приходим на стримы прожарки смартфонов. Напоминаю, что я все смартфоны мучаю на отдельном канале в онлайне. Добра и удачи вам, дорогие друзья.